Привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать про опыт использования и вообще про покупку нового Mi Band Smart Band 9. Это новая модель, которая вышла в различных цветах. Корпус у нее теперь изготовлен из алюминия, а не пластика, поэтому это достаточно такой весомый плюс. И есть версия из керамики, что тоже напишите в комментариях, стоит ли переплачивать за эту версию, на ваш взгляд. Я, например, не стал переплачивать и купил вот такую вот серебристую, светлую версию. Есть еще синяя, черная, но мне кажется, вот серебристая с такой серым ремешком, это прям топ из топ. Начал я свой обзор, так сказать, немножко сумбурно, но смысл вы поймете, потому что я от этого фитнес-браслета в восторге не менее, чем от Apple Watch, которым я пользовался много лет. Давайте обо всем расскажу подробнее. Подписывайтесь на канал. Поехали. Про комплектацию рассказывать не стоит. Все стандартно. Есть кабель для зарядки магнитный. Удобно, ну и все. Остальное там макулатура и вот такая вот красивая коробка. Ранее я не пользовался Mi Band'ами, потому что, у меня были Apple Watch. Я только от этих часов был на самом деле в восторге. После того, как я перешел на Android, я задумался о покупке, да и тестировал много, кстати, различных китайских часов умных, но все они какие-то были немножко везде находился какой-то компромисс. Везде что-то, чего-то не хватало, наверное, после использования Apple Watch. Но после того, как я получил с AliExpress свою долгожданную посылочку с этими часами, а точнее фитнес-браслетом, я был в шоке от того, что за 2500 рублей мы получаем металлический корпус, AMOLED-экран, яркий довольно-таки, функцию Always On Display, различные датчики, контролирование сна, кислорода в крови и частоту сердцебиения. Все это в небольшом корпусе, в браслете, который работает до 21 дня. Что это немаловажно, потому что Apple Watch меня сильно напрягали, и я, в принципе, от них поэтому с радостью и отказался, потому что их нужно было заряжать ежедневно. Здесь мы получаем все те же функции, кроме того, что мы не можем отвечать на сообщения, конечно же, набирая текст, и не можем по ним разговаривать. Кому это нужно, непонятно. Часто ли вы пользовались бы этой функцией, этой функциональностью, непонятно. Потому что я пользовался только просмотром сообщений, которые приходили. Возможно, иногда отвечал на них голосом. Да, это был плюс. И остальное все Apple Watch просто считали. Шаги, калории. Вот это все закрывали вот эти знаменитые кружочки. Тоже кому это надо получать награды эфемерные за эфемерные достижения, неясно. Здесь весь тот же функционал в металлическом корпусе. И что самое главное, это не часы, это все-таки фитнес-браслет. Плюсом этого фактора является то, что этот фитнес-браслет мы можем носить на другой руке вместе со своими основными часами, например, швейцарскими, как у меня. И выглядит это все не комично, когда у вас на двух руках различные часы, умные и неумные. Напишите в комментариях, как вы относитесь вообще к часам и какие часы вы считаете все-таки лучше и как относитесь к этому как к аксессуару какому-то, как у меня в моем случае, аксессуар, да и устройство работает по своему прямому назначению. И плюс вот такие вот фитнес-браслеты. Либо еще можете дополнить какими-то кожаными ремешками, браслетами. Все это будет смотреться действительно органично. Круто, что, как и у Apple Watch, когда вы снимаете Mi Band с руки, они перестают принимать сообщения и работать уходят в сон. Это крутая функция. Многим производителям часов этой функции как раз-таки не хватает. Плюс здесь можно настраивать виджеты. Для удобного быстрого доступа к ним делаем свайп вправо и попадаем в настраиваемые виджеты с помощью смартфона. Это очень удобно. Все, что вам нужно, всегда можно вывести на этот правый свайп. Сверху шторка уведомлений. Снизу меню, которое короткое, но все, что нужно, здесь есть. Экран потрясающий, развертка 60 Гц. Все очень плавно работает, и это тоже неоспоримый
плюс устройства. Давайте пробежимся по меню. Первое – это статистика, где мы видим количество шагов, калорий и так далее, пройденных за день. Второе – это тренировки. Далее идут активности, беговой курс, тренировки, пульс. Да, здесь есть датчик пульса, я уже об этом говорил. Витальность, СПО2, кислород крови. Также часики считают, сколько часов вы проспали, стресс. Можно посмотреть погоду, календарь, будильник, полазить в настройках. И еще здесь вот еще дыхание, таймер, секундомер. Не знаю, будете ли вы этим всем пользоваться. Скорее всего, нет. Но круто, что в таких недорогих фитнес-браслетах есть много различной функциональности. Часы поддерживают Always On Display. Я отключил эту функцию, потому что она сжирает аккумулятор. А то, что сам фитнес-браслет работает до 21 дня на одной зарядке, это огромный плюс. И мне этого хватает, потому что датчик поднятия руки срабатывает моментально, идеально. С этим проблем тоже нет. Always On Display здесь по сути и не нужны. Также я не рассказал про новые ремешки, которые в прошлом, в 8-м поколении также приятно пристегивались, отстегивались по типу Apple Watch как раз таки. Но как часто мы будем менять их, и в налике их полно на самом деле, хотя вот эти комплектные, оригинальные идут более качественные. Выбор большой, стоит копейки, не жалко, стекло клеить не нужно, потому что если они разобьются, можно купить просто еще одни часы. Менять можно каждый год, если они будут целыми через год. В течение 2 лет, когда уже в них будет выходить что-то действительно новое. А так, это прикольный аксессуар, который все считает, все ваши спортивные и неспортивные движухи, она будет засчитывать. Плюс в них можно купаться, принимать душ, мыть руки, не боится воды, пыли, ну и так далее. Здесь никаких отверстий, ничего нет. В них удобно даже спать. Я пробовал 3 дня сна в них, и никакого дискомфорта они не вызывают, потому что легкие, тонкие, рука сгибается. Круто. Поэтому вот такие вот впечатления мои от этих, все хочется сказать, часов, на самом деле, от этого фитнес-браслета. Крутая штука. Если у вас не было, я купил их чисто для прикола, думаю, попробую, что это такое. А мне они так понравились, что я их буду носить ежедневно. Напишите в комментариях, как относитесь к новым Mi Band, каким часам вы склоняетесь больше и вообще нужны ли умные часы, потому что я хотел даже отдельный ролик записать. Apple Watch – это не то устройство, в которое нужно вливать от 25 до ультра, если до 60 тысяч рублей свои деньги. Напишите, что вы об этом думаете. Подписывайтесь на канал. Спасибо за лайки. Подписывайтесь на наш второй канал «Вечерние откровения». Там много увлекательных тем, которые мы раскрываем. И подписывайтесь на мой телеграм-канал, где уйма скидок на различные товары с различных маркетплейсов. Впереди будет много интересных новостей и обзоров. Пока-пока.